первый раз делаем объекты в таких домах. И там есть целый ряд конструктивных сложностей, потому что все-таки эти дома ветшают. Особенность в том, что здесь деревянное перекрытие, отсутствует практически звукоизоляция, очень веткие коммуникации, электричество, газ, водопровод, отопление. И любое неосторожное движение может привести к аварии. Мы до начала ремонтных работ рассчитали, составили бюджет и график производства работ. То есть весь процесс был рассчитан на 6 месяцев. За 6 месяцев мы и осуществили все это. Это была коммунальная квартира, в которой жило 5 семей. Соседи были очень недовольны тем, что здесь творилось. Но вот появился новый хозяин, который решил вдохнуть новую жизнь в эту квартиру. Я айтишник, руковожу проектами. Руководитель проектами – это человек, который всегда мыслит рисками. Какой самый большой риск, когда ты начинаешь ремонт? Самый большой риск – это твоя некомпетентность. Поэтому допустить ситуацию, когда ты один на один с прорабом и бригадой, которые разбираются в предмете куда больше тебя, это стрёмно. Поэтому, когда я делал этот выбор, руководствовался двумя вещами. Первое, конечно, репутация моего партнера. Второе, создать гармоничную систему, в которой я остаюсь не один на один с прорабом, у меня есть технадзор, у меня есть куча поставщиков и субподрядчиков, которые где-то даже наполовину выбираю я, и есть человек, который все это, за всем этим хозяйством присмотрит, сбалансирует, поможет мне договориться по ценам, утрясет все вопросы по качеству. Вот таким образом надежный дом оказался практически безальтернативным. Самое сложное, с чем приходится сталкиваться, это сохранить разрушающийся материал. Вот это основная проблема, потому что кирпич ветшает, растворы выветриваются, перекрытия деревянные гниют и так далее. В таких домах всегда сложность заключается в том, чтобы узаконить те дизайнерские мысли, которые мы хотим воплотить. Но на самом деле это нелегко, это долго, но это возможно. Зависит все, конечно же, от размеров квартиры, от сложности интерьеров, но учитывая то, что мы в этой квартире обеспечили практически максимально возможную звукоизоляцию, которая может только быть, да, то есть это оправдано, это накладывает определенные отпечатки на продолжительность всего процесса. Конечно, если простой интерьер, он делается гораздо быстрее. Мы пришли в этот проект, по сути дела, только с основными какими-то реперными пунктами. Нам нравится открытый кирпич. И я уже очень давно мечтал о том, чтобы у меня в доме появилось что-нибудь из вещей прекрасного белорусского мастера Дмитрия Стеханенко, стимпанк-дизайн. Вот эту плиту я, наверное, в первый раз увидел лет 15 назад, и не оставляла она моих мыслей.
как раз потом все срослось таким образом, что вот эти вещи были взяты за основу, а после этого вместе с архитектором, с дизайнером, вокруг них выстроился весь остальной интерьер. Медная труба применена, открытая. Открытая кирпичная кладка, современная система звукопоглощения, умный дом. Причем система умного дома здесь реализована практически без проводов, радиотехнологии, акустическая Dolby Atmos система. Эта квартира оборудована системой приточной вытяжной вентиляции, которая поддерживает микроклимат, очень комфортные условия практически на протяжении всего года. Горжусь тем, что вот на достаточно умеренной площади удалось реализовать практически все наши хотелки, практически без компромиссов. Мне больше всего нравится стиль квартиры, лофт. Я просила, чтобы в моей комнате были бирюзовые стены и вот такие вот круглые лампы. На дом, ну, наверное, когда с телефона свет можно включать-выключать. Когда к нам кто-то пришел, допустим, звонит в дверь, а у тебя на телефоне это покажется. Я люблю включать себе что-нибудь тепленькое в поле. У нас можно делать теплый пол. Что больше всего нравится? Наверное, все нравится. Одинаково. Этот дом похож на дом моей мечты. В некоторых аспектах даже его превосходит.